Всем привет, с вами Автандил. Начинаем очередное видео из серии про синтезатор Roland D20. Сегодня мы поговорим о работе синтезатора Roland D20 с картой памяти. Причем это будет не оригинальная карта памяти от Roland M256E, а ее эмуляция, которую мне прислали из Германии от компании Saga Musics. В комментарии будет ссылка на страничку этой фирмы. Там можно заказать эту карту. Итак, поехали. Что мы видим на этой карте? Она размера такого же, как и оригинальная карта памяти Roland, но у нее есть парочка отличий. Емкость ее гораздо больше. На карте Roland оригинальной, судя по названию M256, там 256 килобит. Точно так же, как провайдеры интернета любят давать свои данные о скорости в килобитах в секунду, потому что это, как мы помним из школы, в 8 раз быстрее, чем килобайт. Так и тут. Когда мы говорим о 256 килобитах, чтобы получить знакомые нам килобайты, мы делим это дело на 8 и получается 32 килобайта. Такова емкость оригинальной карты Roland. В карте от Saga Musics таких карт по 32 килобайта 16 штук. Эта карта достаточно универсальная. Там можно сделать из нее также 8 штук по 512 килобит. Но покурив инструкцию, я понял, что, в общем-то, с синтезатором Roland D20 мы просто потратим впустую, соответственно, эти емкости. Потому что синтезатор больше 256 килобит не выдает. Это не очень много, но на такой карте от Roland помещается набор звуков и все, что касается ударных. И вот эта мультифункциональная, мультибанковая такая карта, в отличие от оригинальной карты Roland, она не имеет встроенной батарейки. Из-за чего это происходит? Тут используется так называемая МРАМ память. И благодаря использованию вот этой так называемой МРАМ батарейка нашей карте не нужна. Вот мы вставляем эту карточку аккуратненько. Берем за краешки, чтобы не убить ее статикой. И вставляем соответствующий слот синтезатора. В верхней части мы видим 3 переключателя. Это запрет и разрешение записи. И 2 правых переключателя – это переключатели банков. Как я уже сказал, таких банков у нас получается 16 штук. То есть слева они обозначены буквами А, Б, С и Д, а справа циферками 1, 2, 3 и 4. Вот этим переключением мы, соответственно, и выбираем банки. Каждый из них действует как отдельная роландовская карта. Что очень удобно, и в принципе переключать эти банки можно прямо не вытаскивая карту, потому что производитель сообщает, что доступ к карте идет только в момент, когда мы нажимаем какие-то кнопки на синтезаторе для входа в соответствующий режим, а все остальное время, в общем-то, доступа к карте нет, и можно, не боясь, переключаться между банками, как нам это удобно. Итак, часть мы изучили, и давайте поработаем с этой картой. Включаем наш синтезатор и сразу проводим инициализацию. Если вы помните, это при включении нажимается клавиши Tune и Write. Что у нас происходит при инициализации? Давайте вспомним немножко теории. Как любая инициализация, это возврат устройства к заводским настройкам. То есть при этом у нас все звуки банка B заполняют собой банк I. Вот сейчас появляется такая подсказочка у нас, где все действия при инициализации описаны. Звуки банка А заполняют собой тембры с А большого 11 по А большое 88. Звуки банка Б, соответственно, заполняют тембры Б большое 11, Б большое 88. Это в режиме мультитембральном, о котором мы в основном будем говорить. В режиме исполнения или перформанс
Если вы помните, у нас голоса состоят из двух звуков каждый, и они, соответственно, заполняются звуками из банков А и Б, ну, в таком порядке, как это вот показано на нашей подсказочке. И все эти патчи имеют одно и то же имя – Initial Patch. Кроме того, как вот я говорил уже в 9-м видео, у нас при сбросе к заводским настройкам как бы половинится наша клавиатура. То есть, начиная с ноты раздела, которая у нас по умолчанию до 4-й октавы, играется так называемый верхний звук, то есть он идет с 1-го канала. А то, что левее этой ноты водораздела, называется нижний звук, и он у нас идет из 2-го канала. Это по умолчанию, ну и когда нам это неудобно, то, в общем-то, здесь ставим единичку, и тогда у нас вся клавиатура играет звуками из 1-го канала. Ну, это я так просто, чтобы вспомнить теорию, потому что сегодня, в принципе, мы не будем вот это подстраивать. Я буду несколько раз проводить инициализацию, только для того, чтобы сбросить те изменения, которые я сделал. Итак, карта у нас вставлена. Что мы можем с ней сделать? Нажимаем кнопку Data Transfer. Выбираем клавишами Display опцию карты. И тут видим, есть Save и Load. То есть, что-то записать и что-то загрузить с карты. Ну вот, попробуем выбрать, допустим, Load. Появляется второе подменю. Что мы будем загружать? Все. Или, если перейти клавишами Display в подменю, можно выбрать Sound или ритм. Ну, допустим, давайте попробуем загрузить ритм. Нажимаем Enter. Поскольку мы грузим во внутреннюю память синтезатора, который у нас под защитой, мы однократно эту защиту должны снять, чтобы что-то записать туда. Нажимаем кнопку Write и еще раз Enter. И тут нам выдается сообщение Illegal Card. Что это означает? Это означает, что наша карта новая и еще не отформатирована. Потому что эти карты, они для многих синтезаторов, не только для Roland DD20. И, соответственно, у каждого синтезатора у них, как бы разъем похожий, а формат записи данных может быть разный. То есть нам эту карту надо отформатировать. Как нам это сделать? Теперь нажимаем кнопку Exit, еще раз входим в режим, выбираем карт и попытаемся что-то сохранить. Save. Ну, допустим, выбираем All. Нас спрашивают, уверены ли мы? Да, уверены. И снова появляется сообщение Illegal Card. Но мы его как бы воспринимаем. И еще раз нажимаем Enter. И следующее сообщение Complete. То есть что у нас сейчас произошло? Первый раз нам выдало сообщение о том, что карта не отформатирована. Ну, как бы она непригодна для работы. Но мы настояли, что мы хотим сохранить какие-то данные. И повторным нажатием кнопки Enter мы отформатировали карту и записали на нее данные. Как видите, это происходит гораздо быстрее, чем на дискете. То есть на дискете там процесс форматирования очень долго длится. Но на карте все операции, как запись на карту и загрузка с карты, они происходят практически мгновенно. Вот таким образом мы сохранили какие-то данные на карту. Что мы сохранили? Вот сейчас у нас на экране появится табличка, которая говорит о том, что у нас может сохраняться на карту и что, соответственно, оттуда востребоваться. Ну, если вы заметили, еще из меню, которое появляется при нажатии на Data Transfer, меню карты достаточно бедное по сравнению с меню дискеты. То есть дискеты у нас есть отдельный пункт. Мы можем выбрать какой-то файл, который находится на дискете. Мы можем сохранить нужные нам данные под каким-то именем. Можем отформатировать отдельно дискету, можем удалить что-то оттуда. То для карты у нас всего один раздел меню. Это загрузить или сохранить на карту что-то. И таким образом получается, что мы, вот если снова вернемся к нашей табличке о типах данных, которые работают с картой, мы можем на нее сохранить один комплект данных о звуке и один комплект данных о барабанах. Ну, давайте немножко подробнее этим займемся.
Что входит у нас в понятие данных звука? Сюда входят все данные патчей, то есть вот эти вот с А11 по Б88. Данные тембров, тоже опять-таки с А11 по Б88. И банк звуков I. Вот давайте мы сейчас все эти величины изменим и сохраним на нашу карту. То есть пока у нас на карте сохранены все заводские настройки по умолчанию. Теперь давайте мы какие-то настройки изменим из каждого раздела и посмотрим, как это будет работать с картой. Ну, начнем с режима исполнения патчи. Нажимаем кнопку Edit, выбираем патч. И я изменю просто первый символ, я не буду изменять содержание патча, я просто изменю его имя. Ну, поставим что-нибудь такое. 2. Выходим из режима редактирования. Ну, вы помните, что вот когда мы изменяем какую-то величину, эти изменения находятся только в буфере. Вот здесь важно понимать различие буфера и внутренней памяти синтезатора. То есть буфер – это такая штука, что если мы сейчас еще раз выберем патч А11, то все наши изменения пропали, видите? Поэтому нам эти изменения надо сохранить во внутреннюю память. А внутренняя память – это те данные, которые благодаря наличию батарейки в синтезаторе Roland D20, они сохраняются даже при выключении синтезатора. То есть не то, что в режиме повторного выбора, если мы тот же патч выберем или тот же тембр, а даже при выключении батареечка это все нам сохраняет. То есть мы еще раз проводим эти изменения. Вот еще раз я циферку ставлю тут, ну единичка в этот раз. Выхожу из этого режима и записываю. Записываю во внутреннюю память. Ну, я как бы патч I11 записываю в него же. Еще раз снимаем защиту записи. И теперь у нас эта единичка никуда не пропала. То есть я выбираю еще раз этот патч, видите, единичка на месте. С этим все ясно. Идем теперь к мультитембральному режиму, в котором мы в основном работаем. И поиграемся с остальными данными. Тембр А11. Редактируем его. Мы меняем звук, который находится в этом тембре. Выходим. И видите, наш тембр получил имя вот этого нового звука. Мы взяли звук из банка I. Сохраняем во внутреннюю память. Вот, и теперь поработаем немного с банком I. Банк I у нас доступен через, опять-таки, редакцию тембра, только мы выбираем тон. Мы помним, что сейчас у нас выбран тон I01. И мы его запишем не в I01, а в I03. То есть сейчас, если мы проверим, вот у нас I01 фэнтези и I03 тоже фэнтези. Ну, теперь давайте сохраним эти изменения на карту. Уже знакомым нам методом выбираем Data Transfer, переходим к опциям для карты, Save, выбираем Sound, Enter. Видите, на карте никакого подтверждения как бы нету, когда мы что-то перезаписываем, потому что в отличие от внутренней памяти, на нашей карте памяти есть переключатель, который может разрешить запись или запретить ее. Поэтому при самой записи здесь подтверждение не запрашивается. Хорошо, значит мы сейчас сохранили данные звуковые на карту. Выключаем синтезатор и делаем инициализацию.
Проверяем. В режиме Performance у нас без всякой единички название патча А11. В режиме мультитембральном наш тембр А11 состоит из звука А01. Ну и если мы проверим банк I, вот I01 это фэнтези, I03 это хорал. А мы сделали, как вы помните, I03 тоже голосом фэнтези. То есть данные у нас реально вернулись к заводским. И теперь мы загрузим с карты все то, что мы там поменяли. Грузим. Выбираем Sound. Enter. Ну, здесь надо однократно снять защиту от записи. Все, задача выполнена. Итак, смотрим. Режим Performance. А11 уже с единичкой. То есть мы сейчас во внутренней памяти имеем те данные, которые были нами скинуты на карту. В тембре у нас звук I01 и, соответственно, тембр называется Fantasy. Ну и, соответственно, если мы посмотрим I03, то это тоже будет Fantasy. Вот это касается сохранения на карту и загрузки с карты данных о звуке. Теперь посмотрим, что у нас происходит с данными ритма. В данные ритма у нас входят ритмические паттерны. Ну, если вы помните, у нас паттерны с 11 по 48 это заводские, а паттерны с 51 по 88 это пользовательские. И при инициализации у нас паттерн 11 копируется в паттерн 51, паттерн 12 в паттерн 52 и так далее. То есть все вот эти 32 паттерна заводских, они копируются в 32 паттерна пользователя. Ну и, соответственно, если мы посмотрим ручную настройку барабанов, вот, допустим, нота до 4 октавы у нас звучит таким барабанчиком. Сделаем погромче. А нота ре вот таким. И, кроме того, в режиме секвенсора при инициализации у нас записывается по 2 такта каждого из заводских паттернов. То есть вот если мы посмотрим сейчас, включаем режим записи и смотрим, что у нас тут идет. Видим первый такт P11, второй такт P11, третий, четвертый P12, пятый, шестой P13 и так далее. То есть вот это то, что у нас происходит с барабанными звуками при инициализации. Давайте мы изменим все эти параметры. Ну, начнем с самих барабанов. Включаем режим Manual Drum, Edit. И, как я уже делал раньше, мы присвоим ноте до 4 октавы вместо барабана. Если вы помните, мы можем также брать не только звуки банка R, но и звуки банка I. О чем я говорил в одном из видео, что позволяет нам создавать вместо барабанных паттернов как бы лупы с звуками другими, не барабанными, звуками из банка I. Ну, давайте такой присвоим. Ну, как мы помним, чтобы у нас что-то сохранилось, надо записать его во внутреннюю память. То есть данные для ноты до 4 октавы мы записали, теперь ре 4 октавы тоже. Ну, вот
такой вот звучок. Давайте. Его будет очень хорошо слышно. Явно будет слышно, что это не барабан. Тоже записываем. Теперь нажимаем кнопку Exit и составляем 51 паттерн из этих наших новых барабанчиков. Стираем старый, вводим размер 4/4 и начинаем запись. Ну, такая у нас тут обратная связь получилась. Сохраняем этот паттерн. И теперь запишем песню с нашими новыми ритмическими паттернами. Выбираем Edit. Стираем все, что тут у нас было по умолчанию. Видите, сейчас у нас песня пустая. То есть только первый такт существует. Выбираем режим записи барабанов. И вводим 51 паттерн. Ну, сделаем 4 такта. Все. Теперь прослушаем нашу песенку. Вот такая вот песенка получилась. То есть мы сейчас отредактировали все 3 типа данных, относящиеся к категории ритм или барабаны. Сохраним эти данные на карту. Save. Ритм. Сохранили. Теперь выключаем синтезатор, проводим его инициализацию. И проверяем, что у нас есть. Ну, мы можем сразу проверить как бы в режиме секвенсор. Видим, что там старые паттерны, старые барабаны. Ничего не изменилось. Теперь загружаем данные с карты. И опять-таки в режиме секвенсор слушаем. Тут даже можно не смотреть остальные режимы. То есть режим ручной редакции барабанов, режим создания паттернов. Потому что у нас все здесь как бы в этой песне. То есть в этой песне у нас должно быть записано 4 такта паттерна 51, который составлен из новых наших барабанов. То есть мы видим, что данные ритма тоже у нас были сначала изменены, потом благополучно сохранены на карту. После инициализации мы убедились, что там у нас заводские звуки ритмические и, соответственно, ритмическая дорожка секвенсора. И загрузив эти все данные с карты, мы опять получили наши измененные звуки. Ну, надо сказать, что мы использовали в режиме карты подменюшки. То есть мы делили наши данные на саунд и ритм. Но на самом деле можно сразу все данные и саунда, и ритма одним нажатием, что называется, либо сохранить, либо загрузить. Ну, они у нас уже все сохранены. Давайте сейчас еще раз перезапустим синтезатор к заводским настройкам. Опять убедимся, что, ну, на примере секвенсора, что там записаны
заводские паттерны. И если мы загрузим с карты All, то это будут и данные звуковые, то есть это 3 типа данных, в эти данные входят. Напоминаю, что это тембры с А11 по Б88, патчи тоже с А11 по Б88 и звуки банка I с I01 по I64. И также у нас загрузились звуки категории ритм. То есть это настройка конкретных барабанов, паттерны пользователя и дорожка ритмическая нашего секвенсора. Вот так работает карта Roland. У меня никогда ее не было, но в принципе согласно инструкции именно так все и должно работать. И так работает наш эмулятор карты от фирмы Saga Musics. Теперь давайте немножко поговорим о дополнительных плюшках, которые дает нам эта карта. Входим в режим мультитембральный. И если вы помните, до того, как у нас появилась карта, у нас все тембры выглядели вот так вот, как сейчас. Сначала стояла буква I, потом номер тембра. Что это означало? Это означало, что этот тембр находится во внутренней памяти синтезатора, internal. Но, как выяснилось, благодаря наличию карты у нас появились новые возможности. Теперь мы кнопочкой Int Card можем переключаться между двумя режимами. Вот видите, вместо I появилось C. И выбираем номер тембра, тоже А11. То есть, что означает эта индикация? Это означает, что у нас есть как бы два режима сейчас. Режим карты и режим internal. Вот я переключаюсь. Ну, проще говоря, у нас появляется прямой доступ к тем данным, которые на карте. Но это касается данных тембра только. Мы посмотрим, из чего состоит этот тембр. И тут у нас появляется тоже буква C. То есть получается, что у нас наш звук, который находится на карте, принадлежит к банку C. Откуда этот банк берется? При записи на карту этот банк C заполняется звуками из банка I внутренней памяти. То есть вот мы можем посмотреть. C01 Fantasy, C02 Harmopen, C03 тоже Fantasy. Почему? Потому что мы изменили в свое время, когда мы экспериментировали со звуками во внутренней памяти, мы изменили звук I03, мы в него скопировали звук I01. И, соответственно, при записи на карту эти изменения отразились и в банке C. То есть, что это нам дает? Ну, в принципе, это нам дает возможность при записи, при работе в режиме секвенсора, мы теперь можем выбрать вот этот вот звук прямо с карты памяти. Давайте посмотрим. Выберем internal и включим секвенсор. И для первого канала, видите, у нас I A11. Но мы можем выбрать и C A11. Правда, это надо делать, выйдя из режима секвенсора. Почему? Потому что вот эта кнопочка Int Card, которую мы переключаем вот эти два режима, она в режиме секвенсора, в данном случае при выборе дорожки, она не работает. То есть дорожки мы выбираем цифровыми клавишами, а этой кнопочкой мы выбираем дорожку ударных. То есть нам надо выйти из режима секвенсора в обычный наш мультитембральный режим, и здесь мы можем переключиться. Вот C A11. И теперь входим в секвенсор и, выбирая первую дорожку, мы можем выбрать этот звук C A11.
Если мы выберем вторую дорожку, то видите, здесь выбирается звук из внутренней памяти. То есть можно их даже, в принципе, смешивать. Но переключиться сейчас на банк C мы не можем. Как я уже говорил, для этого надо выйти из режима и уже тогда переключаться в режим C, то есть это звуки с карты. Аналогичный доступ у нас есть и в режиме исполнения. Мы тоже кнопочкой Int Card можем переключиться на C A11. То есть сейчас у нас будет играть тот патч, который записан на карте. Ну, опять-таки режим исполнения используется редко, в основном на концертах. Если мы говорим о записи в студии, то мы работаем в основном с мультитембральным режимом. Ну, надо сказать, что паттерны ритмические. Вот, например, наш 51-й паттерн. Теоретически мы тоже можем его записать. Вот когда мы его здесь выбираем, куда записать, мы можем изменить P на CP. И можем записать его прямо в карту. Но в режиме секвенсора вызвать мы его не можем. Видите, в режиме секвенсора здесь просто P51. И мы не можем выбрать именно CP. То есть этот паттерн с карточки. И чтобы его использовать, нам надо будет его загрузить через опцию Load с карты. Ритм. Но видите, в этом случае мы не один паттерн, а мы сразу все данные ритмические загружаем. То есть это работает только так. К сожалению, прямого доступа к паттернам с карты при записи в секвенсор у нас нет. Вот такие дополнительные плюшки. Ну, Роланд не был бы Роландом, если бы не приготовил нам какую-то пакость. Вот сейчас мы посмотрим, что это за пакость. Выключаем синтезатор и инициализируемся. Будем редактировать тембр А13. Присваиваем ему звук I03. Это у нас хорал. Сохраняем во внутреннюю память. Почему у нас тембр стал хорал? На карте у нас тембр CA13, он называется фэнтези. Почему? Потому что звук C03, он равен нашему звуку C01. Ну так мы сделали, мы скопировали в самом начале нашего видео. Но в банке I он не был скопирован, звук I01 на I03. Поэтому у нас наш новый тембр называется хорал. И вот пакость заключается в чем? Что если наш тембр содержит звук банка I, и мы его сейчас попробуем сохранить, но сохранить прямо на карту. То есть на не I-A13, а C-A13. Это дело у нас успешно сохраняется. Но посмотрим, что у нас, поскольку у нас есть прямой доступ к банку на карте. А там фэнтези. То есть там звук I03 был заменен местным звуком C03. А C03, если вы помните, он у нас равен звуку C1. И поэтому общий тембр, он сохранился неправильно. То же самое и наоборот. Вот у нас сейчас CA13 фэнтези. Если мы его попытаемся сохранить во внутреннюю память. Ну, во внутреннюю память сохраняется с однократным снятием защиты записи. Смотрим, что у нас I13.
а 13 у нас тембр Coral, который там и был. То есть мы как будто бы ничего не записали. Ну или в деталях, опять-таки, что произошло. Когда мы пытаемся тембр из режима C с карты сохранить во внутреннюю память, то составляющий его звук вместо звука из банка C заменяется на звук банка I. Вот с этим надо быть осторожным, то есть мы в результате можем получить не то, что мы хотели. Ну, а как с этим бороться? Надо просто, если мы где-то редактируем тембр, и если он содержит звук банка I для внутренней памяти или звук банка C для карты, то надо и сохранять его в том месте, где мы редактировали. То есть отредактировали во внутренней памяти, значит надо сохранять во внутреннюю память. Отредактировали на карте, значит надо сохранять на карту. Ну, правда, здесь есть пару хороших новостей. Если наш голос, неважно где, на карте или во внутренней памяти, то есть он C или I, не содержит вот этих дополнительных изменяемых звуков, то есть не C, а, допустим, B. Ну, в данном случае у нас B и C это одно и то же. Давайте A сделаем. Мы его сохраняем. Сохраняем во внутреннюю память. И смотрим, что во внутренней памяти. Во внутренней памяти он сохранился. То есть, если наш тембр состоит из неизменяемых звуков, то есть из звуков банков А или Б, то при сохранении в другое место, то есть для карты, соответственно, это внутренняя память, для внутренней памяти это карта, этот тембр успешно сохраняется, и никакой подмены не происходит. Ну и второй случай, как мы можем успешно сохранить в другое место, мы можем поработать с нашим звуком непосредственно. Вот у нас сейчас C03. Мы можем отредактировать сам звук и сохранить его в I03. То есть такая операция допускается. То есть у нас C это фэнтези A13 и I A13 уже акустик пиано. После того, как мы сохранили звук C03 в I03, мы можем провести такую операцию копирования. То есть вы видите, вот у нас сейчас голос А13 из внутреннего банка. Это акустик пиано 3, в то время как голос C13 это фэнтези. И мы совершаем такую операцию, которая не имела успеха до того. То есть мы сохраняем изменение голоса C в голос I. И смотрим, что голос C A13 это фэнтези, а голос I A13 тоже стал фэнтези. Вот таким немножко хитрым путем можно решить этот вопрос. Но в принципе лучше всегда сохранять голоса внутренней памяти сначала во внутренней памяти. И, соответственно, голоса с карты сначала на карту. А потом, если мы захотим его перегнать во внутреннюю память, мы просто загружаем все данные звуков, используя наше меню, вызываемое кнопочкой Data Transfer для карты. Давайте теперь поговорим о возможных сообщениях об ошибках для нашей карты. Ну, одно из них мы уже видели. То есть, когда мы вставили новую карту, то нам было сказано, что это illegal card. Ну, давайте я сейчас смоделирую эту ситуацию. Я просто переключусь в новый банк, на котором у нас еще нет данных, и попытаюсь оттуда загрузить какие-то данные. Ну, я не буду париться. Наберу all, enter. Illegal card. Почему? Потому что у нас на карте еще ничего не записано. Если я вытащу карту, то сейчас карты у нас нет, и попытаюсь провести какие-то операции с картой, опять-таки,
Ну, например, Save. Опять-таки All. Мне говорится Insert Card. Я эту карту вставил, но теперь переключил тумблер защиты записи и попытаюсь что-то записать. Мне сначала говорится, что это illegal card, ну, поскольку карта новая, как бы у нас. И если вы помните, повторное нажатие кнопки Enter решал этот вопрос, то есть карта форматировалась и данные сохранялись. Но в данном случае у нас включена защита от записи и появляется сообщение об ошибке Card Protected. Ну и опять-таки, если я вытащу карту и попытаюсь какой-то звук напрямую вызвать с карты, нажимаю кнопочку End Card, мне выдается сообщение Card Not Ready. Если вы помните, вот эта мультифункциональная, мультибанковая такая карта, в отличие от оригинальной карты Roland, она не имеет встроенной батарейки. Батарейка нашей карте не нужна. Но на оригинальной карте Roland такая батареечка есть. Причем Roland, опять-таки, говорит, что надо покупать только специальные батарейки. Ну, на самом деле, там подходят любые батарейки такого же типа. То есть, тип достаточно стандартный. И, соответственно, раз там есть батареечка, то она может у нас сесть с течением времени. И если мы попытаемся использовать такую карту с севшей батарейкой, то нам выдаст система сообщения об ошибке Check Card Battery. То есть, проверьте батарею на карте. Вот такие сообщения об ошибках могут у вас возникнуть при работе с картой. Поскольку на карту можно записать только один комплект данных звука и данных барабанов, то, в общем-то, здесь не может возникнуть ситуации, что на карте закончилось место, как вот на дискете. Там, например, можно кучу данных записывать, данных песни, данных звуков, данных барабанов. И рано или поздно место на дискете закончится, и нам, соответственно, выдастся сообщение, что места больше нет. Но на карте, поскольку у нас весьма ограничен выбор тех данных, с которыми мы можем работать с картой, такого сообщения не возникает, потому что просто там хватает емкости этой карты 32 килобайта как раз на один комплект звуковых данных и один комплект данных барабанов. То есть, если мы записываем что-то поверх, эти данные просто перезаписываются. У нас нет возможности выбрать имя вот этого файла, нет возможности управлять файлами. Просто вот есть место на один комплект таких данных, один комплект всяких данных. Записываем что-то новое, значит, эти комплекты просто перезаписываются. Ну и можно сказать, что одним из минусов такой карты является невозможность записать данные песни. То есть все дорожки секвенсора, кроме вот той специальной дорожки ритмической, которая, в общем-то, не состоит из информации о нотах каких-то, там такая информация находится, как номер такта, номер паттерна, номер такта, номер паттерна. То есть это очень малый размер имеет такая информация. Поэтому она влезает. К сожалению, система синтезатора Roland DD20 не подразумевает сохранение и, соответственно, считывание данных песни с карты памяти. В этом вот ее минус. Ну и что можно сказать в заключение? То есть как раз вот я перед этим пунктом нашего видео говорил о том, что сама по себе карта памяти, она менее функциональна, чем, допустим, дискета. Ну или сохранение данных на какое-то внешнее устройство, на компьютер или на секвенсор аппаратный. Кроме этого, у таких карт у них достаточно высокая цена. Вот эта немецкая карта, она продается производителем за 79 евро. Еще 8 евро он берет за доставку, но поскольку счета выставляются через PayPal, то PayPal еще радостно себе где-то 9 евро в моем случае высчитал. То есть в целом у меня на то время, когда я оплачивал, получилось 7520 рублей. Но когда посмотришь цены на оригинальные роландовские карты, где-то в интернете, на Авито или на всяких eBay зарубежных, то появляется уверенность в завтрашнем дне. Потому что карты эти стоят непомерно дорого. У нас на Авито можно найти где-то порядка 5000 рублей, но это самый лучший вариант. А так на Западе это может доходить до 200 евро. То есть цены просто кошмарные. Поэтому данный эмулятор карты
Тем более, что в нем как бы находится 16 обычных карт. Он имеет смысл и могу только порекомендовать. Если кому-то интересно поработать вот с этими картами, с такими данными, с возможностью обмена и мгновенной подгрузки данных, звуков в основном и голосов, то могу данную карту рекомендовать. Ну, вроде мы обсудили все аспекты работы с этой картой. Если остались вопросы, пишите в комментариях к видео. Понравилось видео? Ставьте лайки. И до новых встреч. Предлагайте новые темы. Всем пока. Game over, man. Game over.